Дорогие друзья, я вас приветствую сразу на двух платформах. Одна из них YouTube, к которой мы уже привыкли, а вторая это ВК, к которой мы еще привыкнуть не успели. Но попытаемся организовать такую трансляцию в двух направлениях. Посмотрим, как у нас это получится. Наша задача показывать для всех частей света, невзирая ни на какие границы, барьеры, санкции и прочее. Если у вас получается меня смотреть и там, и тут, то дайте мне знать. Меня больше всего волнует ВК, конечно, потому что YouTube, я так понимаю, работает. Работает ли ВК? Так, я вижу, что в ВК уже какие-то сообщения появляются. Значит, вы, я думаю, меня видите, слышите ли, видите ли. У нас тут технические настройки суперсовременные. Дайте знать, что мы в эфире. Так, я думаю, что мы в эфире, поэтому, как обычно, формат наш стандартный, 1 час. Вы задаете вопросы в текстовом формате, я стараюсь на них отвечать голосом. Вопросы нас интересуют в основном касающиеся управления программированием. Можно также спрашивать и о технике программирования, и о объектно-ориентированном программировании. Хотя вы должны понимать, что на эти вопросы отвечать сложнее в таком голосовом формате, видеоформате, чем в формате текстовом. Но будем стараться тем не менее. И вопросы карьеры, я знаю, что они вас интересуют каждый раз. Вопросы, может быть, даже давайте их переименуем из вопросов карьеры в вопросы философии программиста. Как программисту в этом мире выжить, как ему себя не растерять, как ему оставаться человеком, несмотря на то, что он программист и так далее. Так, поехали. Первый вопрос. Меня спрашивают, Миша Ларченко некий, я его не знаю, отличный блогер, может быть, ты с ним сделаешь стрим или общение онлайн. Я совершенно не против любых общений онлайн с блогерами. Единственное, что меня иногда останавливает от общения с некоторыми блогерами, это их большое количество неформатного контента, скажем так, на их каналах, когда они слишком перебарщивают с нецензурной лексикой, я в таком случае отказываюсь. Но если блогеры вполне себе приличные и хотят меня послушать, я всегда с удовольствием готов пообщаться. Задача наша поделиться знаниями, поделиться информацией, поделиться мнением. Чем большему количеству людей оно поможет, чем до большего количества людей мы сможем добраться, тем лучше. Следующий вопрос. Опишите, как проходит рабочий день директора лаборатории системного программирования. Это, видимо, речь обо мне. Проходит, как у всех. Проснулся, сделал зарядку, почистил зубы, включил компьютер, посмотрел на те баги, которые пришли за ночь, быстренько их поправил, потом позавтракал, потом пошел в офис. В офисе понял, что за сегодня нужно сделать 25 задач, взялся за первую задачу, потом наступил обед, понял, что даже одну за сегодня не сделаешь. Потом пришел вечер, устал, понимаешь, что за сегодня уже не получится закончить ту задачу. У меня на самом деле проблемы с планированием задач. Задач очень много, а параллельно их делать у меня получается плохо. И очень трудно рабочие дни организовать. Мне куда комфортнее работать на выходных, работать в праздники, работать в отпуске, когда нет текучки, когда нет ежедневных таких ежесекундных задач, и тогда можно в течение дня какую-то одну задачу решать долго, сконцентрированно, и что-то получится. Так что у меня самые продуктивные рабочие дни – это воскресенье, иногда суббота. Следующий вопрос. Что думаешь про киберсекьюрити? Перспективное ли это направление и стоит ли туда переходить? Да, думаю, перспективно. Угроз все больше. Код, который мы пишем, все хуже, дырок в нем все больше, безопасность становится все более острым вопросом, особенно с приходом всевозможных криптовалют, в которых украсть деньги можно безнаказанно.
И в этом, наверное, главное отличие современного мира денег от мира денег прошлого, когда деньги хранились в мешках, и этот мешок можно найти, где он лежит, и поймать тех, кто его украл. Сейчас же, конечно, кибербезопасность, она куда острее на повестке дня, потому что украсть можно, совершенно не оставляя следов. Так что, если вы хотите туда идти, я вам рекомендую, это будет только увеличиваться, потребность в кадрах, в специалистах в этой области. Следующий вопрос. Так, я тут иногда буду переключаться на ВК, чтобы понять, видите ли вы меня там. Вернее, почитать ваши вопросы там. Посмотреть, что вы там спрашиваете. Секунду, у меня почему-то окно закрылось. Да, у вас там тоже можете писать. Я буду отвечать и на YouTube, и на ВК. Так, чередовать буду. Следующий вопрос. Мне интересна ваша мысль о диктатуре. Вы говорите, что диктатура хорошо и в политике, и в управлении программистами. А что насчет Северной Кореи, Румынии при Чаушеску? Почему там так плохо при диктатуре? Ну, надо понимать, что диктатура, она... естественным образом диктатура – это, безусловно, модель управления коллективом или страной, выгодная и необходимая в тяжелых, сложных, приближенных к военным условиям. И если идет борьба с чем-то внешним, с каким-то внешним врагом, или есть просто желание достичь чего-то, каких-то амбициозных целей, то, конечно, сплотить коллектив вокруг диктатора проще, чем сплотить его вокруг размытых целей, принадлежащих всему коллективу вместе, и который, как лебедь, рак и щука, вполне себе может тянуть в разные стороны. Почему некоторые диктатуры, которые мы знаем из истории, вырождаются во что-то такое странное? Ну, это, я думаю, во многом обусловлено тем, что лидеры их, которые приходили к власти, они, с одной стороны, это, наверное, две причины. С одной стороны, лидеры оказывались не такими достойными людьми, как могли бы быть. А с другой стороны, внешнее давление, которое на этих лидеров оказывается, оно оказывалось настолько сильным и настолько хитрым, настолько изощренным, что этих лидеров очень сильно, как это правильное слово, их компрометировали. То есть ту картинку, которую мы видим сейчас, например, про того же Чаушеску, это не совсем то, что происходило на самом деле. Эта картинка во многом нарисована теми, кто ее рисовал, а именно теми, кто победил Чаушеску. Если вы внимательно почитаете историю о том, что там происходило, и как на самом деле жил народ при нем, и какие действительно люди страдали, а какие люди, наоборот, чувствовали себя прекрасно, то, возможно, у вас мнение изменится. Так же, как и с Северной Кореей. Мы видим картинку снаружи. Мы то, что там внутри происходит, знаем не до конца. И, может быть, поэтому нам трудно объективно судить. Мы судим по количеству сникерсов на прилавках, по количеству джинс и жвачек. И да, по этому критерию действительно проигрывают такие страны, как Румыния в те времена и как, допустим, Северная Корея. Но это же в общей картине мира такая у них ситуация. Когда есть рядом та же Америка или Западная Европа, в которой этих сникерсов больше. И, как нам кажется, если по этим сникерсам считать, люди живут более счастливо. Но не только в этом состоит счастье. Мы можем как-то разобрать эту тему, может быть, с какой-то другой стороны. Но, в общем, я считаю, давайте к менеджменту тогда ближе, чем к политике. В менеджменте диктатура, она тоже полезна и нужна, когда у вас есть четко определенная задача. Если у вашего проекта есть цели, эту цель нужно достичь в определенные сроки с определенными ресурсами. Не у всех команд именно так формулируется задача. Много команд, или может быть даже большинство команд, работает на время, просто работает от забора и до обеда.
Их задача просто пробыть в офисе. Их задача просто поддержать, допустим, какой-то проект в его первоначальном состоянии. Допустим, какую-то банковскую систему или систему бухгалтерскую, или, может быть, систему по логистическую систему. Программистам нужно ее поддерживать, и задачей менеджмента является в первую очередь сохранение коллектива, потому что знание о том, как работает система, находится исключительно в головах у программистов. И нужно сделать так, чтобы у них было максимально мирное существование, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы они были довольны жизнью, чтобы они не ушли. Потому что если они уходят, то мы теряем эти самые накопленные знания. И, конечно, в такой ситуации диктатура нам не нужна. В этом случае нужно, чтобы вообще лидера не было. Вообще в идеале, чтобы проект-менеджера не было. Просто коллективное принятие решений, сообща. Как вот мы решаем, куда поехать на пикник. У нас же нет диктатуры при этом. Нет же человека, который говорит: мы все едем на пикник в этот лес. Ты жаришь шашлыки, ты покупаешь помидоры, а ты везешь нас на машине. И если не справишься, мы тебя исключим, казним, накажем и так далее. Ну, конечно, все возмутятся этим и скажут: но мы в лес хотим, а не диктатора какого-то здесь иметь. Мы хотим все вместе решить в расслабленном режиме, кто как поедет. Потому что нет объективной цели, важной цели. Нет проблемы, в которую мы все попадем, если эта задача не решится, как она задумана. И так в большинстве компаний бывает, в которых нет задачи кого-то победить, а нужно просто съездить на шашлыки и вернуться обратно. Но если вы хотите достигать чего-то, то вам нужен диктатор, который берет на себя всю ответственность. Ведь в диктатуре же две составляющие. С одной стороны это ответственность, а с другой стороны это полномочия. Полномочия — это значит, я могу приказать что угодно, и вы все должны выполнить, а если вы не выполните, то у меня есть рычаги воздействия. Я вас буду увольнять, наказывать, штрафовать. Но с другой стороны и ответственность моя. Я знаю, что будет, если это все сорвется, если проект не достигнет своих целей. Это будет мне лично какая-то большая, серьезная проблема для меня, какое-то наказание. Это будет не просто, мне скажут, не получилось, а меня уволят с черным билетом, с волчьим билетом, точнее, и я никуда не устроюсь, например. Тогда это все соединяется вместе, полномочия и ответственность, и получается хороший результат. Следующий вопрос. Давайте из ВК. С точки зрения преподавания, были ли у вас группы студентов, в которых только малая часть заинтересована в преподаваемой дисциплине? Как бы вы выстраивали работу в таких случаях? Это всегда такая картина. Всегда заинтересована в предмете только малая часть. У меня был первый мой опыт, когда я преподавал на большую группу преподавал дисциплину, достаточно мне не очень для меня комфортную для преподавания. Это был первый мой курс о системном дизайне, как делать дизайн систем. Я не очень большой эксперт в этом. А группа была 230 человек студентов. На первое занятие пришли 200 человек. Была огромная аудитория, весь амфитеатром. Она была вся занята студентами. Но на последнюю лекцию пришло, по-моему, 9 или 10 человек. Потому что я не отмечал посещаемость. Наверное, это тоже как-то отразилось на их присутствии. Но именно этим 7-8 людям было интересно. И я знаю таких историй много не о себе, а о других преподавателях. Они все рассказывают одно и то же, что студенты не ходят очень в малом количестве. Это лишь подтверждает ту мысль, которую высказывают очень часто у меня на интервью те преподаватели, профессоры, люди, которые преподают десятки лет. Они говорят, что у нас слишком много высших учебных заведений, и в них большое количество лишних людей, лишних студентов, которым это не нужно, не интересно и не полезно. И держать их там — это исключительно социальная функция государства, чтобы они, грубо говоря, по улицам не слонялись и пиво не пили. Поэтому мы их держим в аудиториях и заставляем их учить реляционные базы данных. Они круглыми глазами на это все смотрят, и совершенно им это не интересно. Так это у всех, и у меня в том числе. Я к этому отношусь спокойно и понимаю, что если в аудитории есть хотя бы несколько человек, которым это нужно, то вот моя цель достигнута. Я не напрягаюсь, когда приходит в аудиторию 2 человека. У меня был такой случай, когда я пришел в аудиторию, и там один студент сидел. Один. Я прочитал ему лекции. Хотя я знаю преподавателей, которые рассказывали, как это возмутительно, и как они приходят, а там 2 студента, и они отказываются читать лекцию.
Я думаю, что здесь во многом дискомфорт им доставляет тот факт, что лекция не записывается. Я-то свои лекции все записываю. Поэтому мне хоть один человек в аудитории, хоть их там будет 40 человек, мне большой роли принципиально не играет, потому что я видео запишу, выложу потом на YouTube или на ВК теперь, и ее посмотрят 1000 человек. Так что меня это не напрягает. Еще один вопрос из ВК. Что выбрать, какое направление разработки ПО? Пойти годичные курсы с последующим трудоустройством, условно в Яндекс, или пойти в магистратуру, или 2 года в МИФИ? Мой личный совет пойти, конечно, в МИФИ. 2 года, 3 года, магистратура 2 года, пойти потом еще в аспирантуру. Пока вы молодой, Сергей спрашивает, пока у вас есть возможность учиться, учитесь. Пока вы можете себе набирать такой репутационный капитал в виде ваших дипломов, в виде даже, может быть, диссертации в итоге, набирайте. Вы на годичные курсы всегда сможете пойти. Вы всегда сможете расквалифицировать себя и признать в себе просто кодера, который прошел годичные курсы. А вот обратное движение будет сделать сложнее, когда вам будет не 22, а когда вам будет 32. Вы так и останетесь тем, кто прошел годичные курсы. И это будет на вас давить всю жизнь. Пока вы молодой, вам не принципиально еще пока. Вы еще нет у вас что терять. У вас нет еще пока груза за плечами, ответственности большой. Нет семьи, 3 детей, ипотеки, и нет дачи, машины и так далее. Вы все это можете, вы еще мобильны. Вы можете своей жизнью управлять достаточно легко. И в это время инвестируйте в регалии, которые через время вам могут пригодиться. А могут и нет. Но хуже не будет. Так, возвращаемся на YouTube. У меня есть свой стартап, и плюс я работаю в Enterprise. SEO Enterprise изначально был не против, но стартап разработал хороший продукт, который нужен самому Enterprise. И теперь Enterprise ставит палки в колеса, апеллируя тем, что это их интеллектуальная собственность. Технически, концептуально и по патентам это не так, поэтому в юридическом плане они бессильны. Я сейчас вижу 2 варианта. Забить на Enterprise и продолжить развивать стартап, или попытаться продать стартап Enterprise, как бы вы поступили на моем месте. Вопрос тонкий. Они, безусловно, правы. Они, безусловно, говорят вам с юридической и с моральной точки зрения. Вы же разрабатывали этот стартап, будучи в этом Enterprise, то есть вы получали зарплату в этой компании. Можно, наверное, предположить, что вы это делали в выходные дни и во время отпуска, и исключительно в то время, которое было не оплачено. Но даже в этом случае можно сказать, что те знания, которые вы получали внутри Enterprise, вы так или иначе использовали при создании своего стартапа. И если бы я был владельцем Enterprise, а вы были бы программистом, то я бы вполне себе чувствовал себя в моральном праве требовать от вас, чтобы этот стартап был моим, а не вашим. Может быть, я пошел бы вам навстречу и сделал бы вас соучредителем. Но так, чтобы я просто вам сказал, да, пожалуйста, идите и пользуйтесь, конечно, нет. Тем более, если у вас, как вы говорите, он нужен, вы говорите, нужен самому Enterprise, и он ставит палки в колеса. Но тут вопрос, нужен это одно, и он уже полезный и уже приносит какую-то прибыль, это другое. Может быть, они просто не хотят терять вас вместе с этой разработкой, поэтому, как вы считаете, палки в колеса вставляет. Но попытайтесь увидеть это с другой стороны, станьте на их место. Я понимаю, конечно, чего вам хочется. Вам хочется все забрать, уйти, а потом еще и продать это обратно своему бывшему хозяину. Это не совсем, точнее, совсем не честно, с какой бы то ни было точки зрения. Пытайтесь договариваться, пытайтесь войти в какую-то, может быть, долю, частями, сказать, что я останусь с этим продуктом, вы меня не потеряете, но я бы хотел частично какими-то порциями, например, стать совладельцем этого продукта, если это будет отдельная компания, или, может быть, всего Enterprise, какие-то небольшие акции вы мне выдадите. Но эта вся торговля должна идти в формате просьбы, а не требования. Потому что если вы будете требовать, то в суде вы проиграете. И более того, это просто непорядочно.
Пытайтесь попросить. Объяснить это тем, что они вас не потеряют. Для них вы все-таки являетесь ценностью, раз они пытаются с вами, не просто вас уже уволили и забыли о вас, а они пытаются с вами бороться, как-то торговаться, обсуждать, вставлять вам палки в колеса. Значит, вы им нужны. Играйте эту карту, говорите, я с вами останусь, я хочу с вами остаться, я хочу этот продукт разрабатывать вместе с этим enterprise, это мой дом родной, моя семья, но поймите и вы меня, я в душе стартапер, хотел бы стать каким-то совладельцем того, что получится. Могут пойти навстречу. Следующий вопрос из YouTube. Вы говорили об UML как о лучшем языке моделирования, но что по поводу IDEF 0 или DFD стандартах, почему они не так популярны сегодня среди девелоперов и даже бизнес-аналитиков? Ну, они просто оказались менее, мне кажется, менее гибкими, меньше инструментария у них. Допустим, возьмите тот же IDEF и сравните по мощности визуализации, по широте возможностей с UML. В UML значительно больше опций. Или DFD. DFD это вообще, он только на определенные диаграммы подходит. И поэтому его можно под что-то узкое использовать. А UML, он же создавался как альтернатива всему, что было до него. Умные люди собрались вместе и решили, давайте весь этот зоопарк, который у нас есть, давайте мы его приведем к единому общему знаменателю и сделаем одно решение, которое всех удовлетворит. И у них, мне кажется, получилось. Зачем нам делать шаг назад и брать то, что они признали как наследие, от которого они отталкивались? Я думаю, не имеет смысла. Вы большой разницы не почувствуете, вы все, что можно сделать в DFD, вы сделаете в UML. Зачем тогда использовать стандарт, о котором вам каждый раз нужно будет читателю рассказывать? И каждый раз уточнять, что здесь мы используем такой стандарт моделирования, не UML. Каждый раз это будет вызывать вопрос. Следующий вопрос, тоже YouTube. Как вы мотивируете себя на занятия спортом, физкультурой, чтобы не попасть в скуфендуй? Что такое скуфендуй, я еще пока не знаю. Что бы вы касаемо этого посоветовали айтишникам, сидящим в офисе по 9 часов? Ну, это тяжело. Мы как-то обсуждали этот вопрос. Я уже говорил, что это сложно себя мотивировать на занятия спортом, потому что, конечно, комфортнее им не заниматься. Комфортнее сидеть на стуле и не вставать с него, и только стакан с кофе менять иногда. Ну, заставлять себя нужно. Может быть, просто, когда вы чуть постарше будете, вы будущие скуфы, вы поймете, что без спорта у вас просто будут болезни самого разного рода. И чтобы этих болезней, как-то их остановить развитие, вы не сможете их совсем исключить. Но спина начнет болеть, причем не просто побаливать, а будут какие-то серьезные проблемы со спиной. И для того, чтобы не делать операции и не вырезать эти ваши грыжи, которые у нас у всех есть, вы в какой-то момент поймете, что это лекарство. Спорт это после определенного возраста становится уже не удовольствием, а лекарством. Пока вам 20-25, вы занимаетесь им в удовольствие. Вы можете кататься на лыжах, вы можете бегать, вы можете боксом заниматься, но все это для вас в кайф. Когда вам уже 40 или больше, то вы уже понимаете, что кайфа там все меньше, а лечения от него все больше. Я просто знаю для себя, я заставляю себя, у меня нет другой. Еще, может быть, такой вам совет дам, такой чисто лайфхак. Я для себя его выработал давно. Нужно придумать какое-то событие, какой-то ритуал, который наступает после занятия спортом. Допустим, вы идете в спортзал и после спортзала заходите, давайте я утрирую, заходите в магазин и покупаете мороженое. Это, конечно, совет так себе, но, допустим, мороженое. И делайте это каждый раз. После каждого похода в спортзал одно и то же действие. Вы покупаете одно и то же лакомство. Или одно и то же удовольствие какое-то получаете. У вас организм достаточно быстро поймет, как у тренированной собаки, что получится после этого спорта. И вы начнете хотеть спортом заниматься. Ради того, чтобы получить после спорта что-то. Спорт радовать вас особо не будет. Но то, что происходит после него. Когда-то я ходил в спортклуб, и там была сауна. Там баня, сауна.
каждый раз после занятия спортом идешь в эту сауну, получаешь определенное удовольствие. Сама тренировка – это нагрузка, это труд, это усилие. Но то, что после него, эта сауна, она приносит удовольствие. Вот так организм запоминает это, и как-то немножко полегче. Следующий вопрос, тоже YouTube. Как лучше набирать опыт на фуллстеке? Сосредоточиться на одной из сторон на несколько лет или пытаться тянуть бэк и фронт одновременно? Ну, если вы хотите фуллстек, быть фуллстек разработчиком, то, наверное, лучше одновременно и то, и другое. Вообще, понимать, конечно, лучше и то, и другое. Быть только бэкэнд разработчиком. Просто фронтенд, да, это несколько другая, конечно, сфера. И сможете ли вы быть действительно, допустим, специалистом в React и одновременно специалистом в базах данных? Будете, но уровень ваш будет, конечно, невысок, ни там, я так думаю. Я бы все-таки рекомендовал сужать специализацию, стараться максимально искать свою нишу, искать свою сферу. Вы знаете, быть фуллстек разработчиком легче, чем быть сфокусированным специалистом. Когда вы знаете все, вам кажется, что вы умный, вам кажется, что вы хороший специалист, потому что вы можете из разных компонент склеить прям целое рабочее решение, цельное. Но это многие так могут сделать. Миллионы людей в этом мире, которые программисты и которые все это умеют делать так же, как и вы. Вы освоили эту работку по склеиванию всех частей вместе, но вы должны понимать, что вы пока еще просто yet another программист. Вы один из всех остальных. А если вы хотите выделиться, а вы должны хотеть выделиться, вы должны быть чем-то уникальным, тогда у вас будут деньги, успех, карьера, то вам нужно копнуть куда-то глубже. И там вы столкнетесь уже с более качественными специалистами, конкурирующими с вами. Там вы увидите, что и люди, которые пишут статьи на эту тему, они уже поумнее. И люди, которые пишут блоги, и, не знаю, какие-то лекции записывают. Специализация сузится, и глубина увеличится. И вот там вы поймете, что придется уже поработать поглубже, посерьезней. Следующий вопрос. Давайте в ВК посмотрим. Доброго времени суток. Не совсем согласен с вашими мыслями по поводу оценки работы программистов. Приведу пример. Разработчик middle и выше уровня неделю думал над оптимизацией уже существующего кода или процесса. На выходе десятки строк кода, которые принесут компании выигрыш в производительности, и компания сэкономит ресурсы. Как оценивать такую работу? Ведь строк кода мало. Мы это обсуждали, по-моему, несколько раз. Я вам говорил, что любая интеллектуальная деятельность у нас, у программистов, она должна выражаться в каком-то цифровом артефакте. Если вы даже изобретаете что-то, например, какой-то новый алгоритм, и вы при этом, например, сидите просто с листиком бумаги и рисуете карандашом на нем, что бывает, наверное, у одного программиста из 10 тысяч и примерно один раз в год. Но тем не менее, у вас все равно остается какой-то цифровой артефакт, назовем это листиком, на котором вы рисовали. Программисты, когда программируют, они выдумывают, что им сделать, или, как в вашем случае, ищут решение путем либо дебагинга, либо юнит-тестирования. Правильный подход, в моем понимании, это юнит-тестирование. Глядя на решение, которое перед вами, вы сначала пытаетесь, вы сказали, неделю думал над оптимизацией. Вы сначала пытаетесь доказать, что оптимизации нет. Это первый ваш шаг. Вам что-то не нравится. Вы видите, что продукт работает медленно. Вы должны это доказать. Вы пишете какие-то бенчмарки. Вы пишете какие-то скрипты, которые пытаются протестировать и показать, что оптимизации недостаточно. Потом вы начинаете смотреть, в каком же месте эта оптимизация отсутствует. Вы начинаете это место тоже бенчмарками обкладывать, тоже добавлять какие-то тесты, тоже добавлять интеграционные тесты, скрипты. Это все ваши цифровые артефакты. Потом вы погружаетесь еще дальше, в то место, которое уже ближе к тому месту, где будет оптимизация. И тоже продолжаете какие-то артефакты там добавлять, тестовые в основном. Если мы работаем над продуктом, который требует, как вы сказали, оптимизации, значит, этот продукт находится на достаточно взрослом этапе своего жизненного цикла.
То есть ему уже много дней, месяцев, может быть даже лет. Значит, он крупный и более-менее стабильный. В такой ситуации при внесении изменений в такой продукт баланс между кодом, который вы пишете для его живой составляющей, и кодом, который вы пишете для его тестовой составляющей, должен быть 1 к 10, может быть 1 к 100. То есть, другими словами, одну строчку мы меняем в продакшн коде и 500 строк добавляем тестов. А иногда бывает и несколько тысяч строк тестов добавляется, чтобы только одну строчку или один символ поменять в продакшн коде. Это нормальная ситуация для систем, далеко зашедших по своему жизненному пути. Если у вас в этой ситуации и ни строчек кода вы не поменяли, 2-3 поставили, и тесты не написали, понятно, что вы решили проблему, наверное, но сделали это некачественно. Вы как программист, как инженер, я бы вас высоко не оценил в этом случае. А если вы пишете много, и поэтому можно вполне себе требовать от программистов объема кода. Но еще раз вы должны понимать, что объем кода имеется в виду объем принятого кода командой. Если вы откроете мастер-бранч на запись для всей команды, то, конечно, и начнете считать количество строк кода, то, конечно, вы получите полный бардак и хаос. Люди начнут писать просто ради количества. Но если у вас закрыт мастер-бранч и весь код проходит через двухэтапное код-ревью, то вполне себе можно потребовать от людей объема. А дальше научить их не писать сразу в продакшн код, а сначала доказывать проблему через тесты. И у них все получится. Вопрос из YouTube. Можете ли вы дать краткий план стать автотестировщиком, не ручным? Сергей, краткий план написать, наверное, трудно, прям так, за полминуты. Наверное, попытайтесь стать автотестировщиком. То есть вы сейчас не автотестировщик, а кто? Вы сейчас программист или ручной тестировщик? Давайте предположим, что вы ручной тестировщик, вы руками тестируете и хотите стать автотестировщиком. Я бы предложил бы сначала взять какой-то фреймворк для автотестирования и попытаться стать его специалистом в нем. То есть те задачи, которые вы делали руками, попытайтесь их автоматизировать. Сделать так, чтобы они выполнялись роботом. Потратьте на это время, изучите какие-то инструменты для этого, внедрите их, запустите, посмотрите, как они работают. Вот вы и стали автотестировщиком. Пока еще первого уровня, но дальше сложнее. Старайтесь автоматизировать все. Любые рутинные операции вы можете в идеале автоматизировать. Будь то веб-сайт вы тестируете, или мобильное приложение, или это десктоп-приложение. Для каждого инструмента, для каждого типа приложений есть системы автотестирования. Следующий вопрос. Практически все одинокие айтишники в Европе и США ноют из-за отсутствия общения и прочего. Что бы вы посоветовали? Решать проблему на месте, возвращаться в СНГ, искать работу там, либо возвращаться и работать удаленно? Есть, конечно, такая проблема, отсутствие общения, потому что вы, находясь там, вы, конечно, иммигранты, и с вами, конечно, большого желания общаться у местного населения нет. А это все еще усугубляется тем, что все эти айтишники, или большинство из них, которые переехали туда, они продолжают там искать общение с русскоязычным населением. И, конечно, это сделать трудно, потому что этого населения там мало. И в итоге вы оказываетесь в друзьях с людьми, которые вам мало чем близки, кроме общности языковой. Конечно, это не радует этих иммигрантов несчастных, что им приходится общаться просто лишь бы с кем, потому что этот человек говорит по-русски. Я помню это состояние, когда и в Америке я был, и в Европе. Это очень узкий круг, у тебя всего 10 русскоязычных, условно говоря, людей, твоего примерно возраста и примерно твоих интересов. И вот ты с этими 10 людьми, как ни крути, ты вынужден с ними общаться. Это создает некое такое гнетущее ощущение изоляции, как будто ты в тюрьме, как будто ты в камере находишься, и вот у тебя 10 заключенных вместе с тобой, и посажены они туда не потому, что ты так хотел, а потому что так сложились обстоятельства. Что бы я посоветовал? Конечно, совет номер 1 – это то, что сделал я. Просто возвращайтесь в ту страну, которая разговаривает на вашем языке, и получайте удовольствие. Эта страна сейчас
вполне себе того качества, в котором можно жить, и даже более того, качество в ней выше, чем в ЕС и в США, по моему субъективному мнению. Может быть, вы оказались в ЕС и США, потому что вы убежали от мобилизации. И вам просто страшно, вы не хотите в армию, поэтому вы вынуждены сидеть в этой тюрьме условной и терпеть этих 10 сокамерников, говорящих с вами на одном языке. Что бы я им посоветовал в этом случае, если возвращаться не можете? Ассимилируйтесь, становитесь местным жителем. Это то, что я пытался делать в Америке. И в Европе тоже. Общайтесь с местным населением, с американцами, общайтесь с европейцами, учите их язык, учите их культуру. Прекратите общаться с русскоязычным населением на тех территориях. Становитесь американцем. Раз уж вы сбежали, раз уж вы иммигрант, то не нужно там петь песни о России. Все, вы уже не здесь, вы уже не русский, вы уже американец. Вот будьте американцем, детей своих отдавайте в американскую школу, разговаривайте с детьми на английском языке. Вы то несчастное поколение в этом случае, переходное, которое вынуждено говорить на чужом языке ради своего следующего поколения, ради детей, которые уже русский язык знать не будут или будут смотреть на сумасшедшего папу, который говорит на 2 языках. Зачем ему второй русский, дети уже понимать не будут. Вот вы то несчастное поколение, которое между двух культур. Вы и американскую культуру не поймете толком, и говорить на американском языке не будете, и фильмы будете смотреть на русском, получая удовольствие. А на английском так, потому что дети, друзья смотрят. Но следующее поколение после вас, оно уже, конечно, будет американоговорящее и будет местным. Вот так. Вы просто приносите себя в жертву, но ради чего-то. Раз уж вы связали свою жизнь с той страной, как я когда-то хотел это сделать. Но потом оказалось просто, что Россия быстро стала идти вперед. Я думал, что я буду американцем. Я общался с американцами, я дружил с американскими девчонками, я встречался с американскими девушками. То есть я думал, что я там найду себе американскую, условно, жену и рожу себе американских детей. Но потом понял, что нет. Пока я это все планировал, пока я шел по этому пути, оказалось, что Россия стремительно догнала по уровню жизни Америку. И когда я стал возвращаться периодически в Москву, я стал видеть, что я как-то не туда, не там я живу. По сравнению с Калифорнией, учтите, я еще был в Калифорнии, это еще прекрасное место, там все замечательно и красиво, и тем не менее. Так это было тогда, а сейчас вообще Москва совершенно в другой категории находится. Следующий вопрос. Я работаю в компании разработчиком, задачи очень интересные, но проблема с зарплатой. Как говорят, зарплата хорошая, но маленькая. Зовут в другие места с зарплатой X2. Но хочется остаться на прошлой работе. Как бы вы пробовали выбить себе зарплату, выбивать? Совет я уже давал, повторюсь. Лучший способ выбить себе зарплату, как вы говорите, у начальника, это прийти к начальнику и спросить, что мне сделать, чтобы зарплата повысилась. Не приходите с требованием «хочу зарплату больше». Не требуйте от него, вообще ничего не требуйте от начальника. Это дорога в никуда. Вы будете вызывать только раздражение. Когда подчиненный что-то требует от начальника, это вызывает только желание этого подчиненного куда-то деть. Как-то его изолировать, забыть, чтобы он исчез с горизонта, потому что он совершенно это не в формате менеджмента. Подчиненный, требующий от начальника. Но подчиненный, который спрашивает в формате «я бы хотел больше зарабатывать, дайте мне какую-то задачу, сложнее может быть больше нагрузку, может быть, скажите, что мне сделать, чтобы у меня зарплата была X2». И вы увидите, скорее всего, 2 возможных ответа. Первый ответ вам скажут: вы знаете, у нас не бывает зарплат X2. Просто технически, вы хоть тут убейтесь на работе, но мы не сможем столько платить. Тогда все, переходите в другую компанию. Либо второй будет ответ, вам скажут: замечательно, что вы пришли. Спасибо вам за этот вопрос. Сейчас я вам подберу сложную задачку, как раз вот они здесь лежат, и даст вам интересную, сложную, тяжелую задачу. И скажет: вот выполните ее за 6 месяцев. Приходите, и у вас будет зарплата X2.
Это приятно такое слышать начальнику, если такой подчиненный приходит. И совершенно некомфортно слушать: вы знаете, у меня зарплата низкая, когда мне ее поднимут, вот у моего друга X2, вот в той компании, вот у меня оффер на столе. Вот это нытье, оно совершенно не впечатляет, не воодушевляет начальство. Не нойте. Либо уже решили уходить, ну уходите молча. Развернулись, ушли. Но не устраивайте эти разговоры в офисе, что вот где-то мне предложили больше, у кого-то больше. Это ниже вашего достоинства должно быть. Вы не обсуждаете зарплаты, тем более с коллегами, не обсуждайте с начальством. Вам платят и платят. Если есть лучший вариант, вы тихо, молча развернулись и пошли получать больше. Но не будьте тем, кто говорит о деньгах в офисе. Это ниже вашего достоинства должно быть. Так, следующий вопрос. Опять, как ты себя мотивируешь, как отдыхаешь? Не могу работать по 16 часов, после стандартного рабочего дня тянет поиграть в игры, а потом переживаю, что мог потратить время более полезно. Ну, говорил уже об этом миллион раз. Как мотивирую? Нужно, чтобы задача, которую вы решаете, она была вам интересна. И тогда вам не будет интересно играть в игры. Мне жалко своего времени на игры, потому что у меня висит задача, которая мне интересна. Единственное, что можно здесь сказать, это иногда просто мозги устают и хочется просто ничего не делать, потому что не получается решать ту задачу, которая интересна. Вот я поговорю с вами сегодня, и после этого я уже не смогу код писать, я уже не смогу никакой документ писать, у меня просто нет уже сил. Я ищу что-то другое, чем заняться. Но играть в игры, я думаю, это... То есть вас должна мотивировать задача. Не вы искать, как меня замотивировать заниматься чем-то. Вас же не нужно, вы же не спрашиваете, как замотивировать себя поиграть в игры. У вас же нет такого вопроса. Вам просто нравится это, и поэтому вы это делаете. Как бы вы не были демотивированы, вы все равно сядете и будете играть. Вот ваша работа должна быть этой игрой для вас. Как это сделать? Мы уже разговаривали об этом. Для этого вы должны любить программировать, для этого вы должны получать удовольствие от программирования, а для этого вы должны писать красивый код. Вы должны видеть, что то, что вы пишете, это не рабский труд, это не тяжкая работа, это не тяжкие усилия по вылавливанию этих багов, которые достали вас уже, и вам бы это все закрыть и наконец-то забыть об этом. Как большинство программистов себя ощущают. А вы должны получать удовольствие от того, что вы строите. Вы должны как ребенок играть в этот конструктор. Вы склеиваете блоки кода один с другим, и получается все так красиво, и получается все так органично. И все это работает. И к этому всему еще очень много тестов, и все тесты запускаются. И все это автоматически. Это же красота. Вам же будет хотеться еще и еще, как ребенку, строить все более и более крупный замок из песка. Если это замок, если то, что получается, имеет в себе логику, имеет в себе внутреннюю красоту. Как это сделать? Это... Вы должны постоянно искать пути, искать ошибки в стиле вашего кода, в его оформлении, в его целостности. И тогда все это появится. Дальше. Как ты думаешь, почему продукты придумывают маркетологи, а не программисты? В продуктологи в основном идут из маркетинга, а не из разработки. Вопрос такой провокационный. Я думаю, что просто программисты, они бестолковые в этом плане. Мы программисты, мы плохо разбираемся в продуктах. Мы такие, бестолковые мы в этом вопросе. Мы не умеем это делать. У нас понятие о красоте, о функциональности. Почему Стив Джобс такой вот великий? Потому что он имел в себе две составляющие. Он, с одной стороны, может быть, он не сильно там инженер, но он в плане того, что он сам, может быть, код не писал, не может быть, а точно. Но он все-таки со стороны инженера понимал, как это работает. Но с другой стороны, он все-таки в основном человек искусства, я бы сказал. Он художник. А среди нас, программистов, художников мало. Нет художников. Не хочется ругать программистов всех сразу, но посмотрите вокруг себя. Программисты – существа такие мало в красоте понимающие. Посмотрите, как мы выглядим, во что мы одеваемся, как мы, не знаю, и так далее.
Посмотрите на наши столы, на то, какие они зачастую грязные, неаккуратные. Ну, много в нас такого, чего не сочетается с понятием красоты. А хотелось бы, чтобы так было. И вот когда это сочетание есть у программиста, тогда он может пойти в продукты. Это будет лучший продакт-менеджер, потому что он и понимает, как внутри работает, и понимает в красоте, он понимает, что это некрасиво, этот дизайн. Так нельзя, так кнопку размещать нельзя, такого цвета она быть не должна. Почему? Ну потому что он знает, условно, какого цвета штаны надеть к этой рубашке. А половина программистов, которых я знаю, они ходят в течение года в одной рубашке. Просто в одной. Вот я его знаю вот весь год, он летом ходит в синей, а зимой он ходит в зеленой. Все. Его можно издалека узнать, он всегда в синей рубашке. О том, что каждый день нужно по-новому одеваться в новую одежду, знает мало кто из программистов. В основном они просто все одинаково одеты и одинаково пахнут. О каком продакт-менеджменте можно в этом случае говорить? Он сам себя не может заменеджить, свой внешний вид, свой облик и свой запах, извините. Какой из него получится в итоге продакт-менеджер? Продакт-менеджер – это художник, ну, как я сказал, это человек, который чувствует прекрасное своим тонким продакт-менеджерским чутьем. Все, надеюсь, не сильно обидел программистов. Я вам помочь пытаюсь, товарищи программисты. Пытаюсь вам подсказать, что рубашки нужно менять каждый день. Вопрос следующий. Давайте ВК посмотрим, может быть, там что-то есть. Нет, на ВК у нас мало, я вижу людей, вопросов мало. Ну, видимо, ВК пока не супер популярен. Ну и хорошо. Дальше. С какими интересными библиотеками довелось проработать на Java? Марат спрашивает. Ну, вопрос интересный. Я не могу сказать, что много интересных библиотек я видел прямо на Java. Ну, вы прямо меня в тупик поставили. Интересные библиотеки. Ну, давайте я попробую вспомнить. Ну, может быть, был такой Play Framework, если я не ошибаюсь, он назывался Play. Это такой веб-фреймворк, который был сделан. Ну, наверняка он сейчас есть, я просто давно не сталкивался. Мне он когда-то понравился, мне показался такой альтернативой Spring. Мне показалось, что они его сделали с душой, хотели как лучше. Там, правда, все на статических методах, если я не ошибаюсь. Но все равно какая-то была там, какое-то искусство в этом всем было. Следующий вопрос. Что лучше, когда язык программирования заточен под один узкий спектр задач, например, только под GUI на винде или только под написание скриптов в игровом движке, или когда язык программирования старается быть максимально универсальным? Василий, хороший вопрос. Думаю, что лучше, когда он, конечно, специализированный. Сейчас, в эти времена. Давно-давно лучше было бы языку быть широкого профиля. Сейчас, конечно, этих языков широкого профиля уже много, и там выдумывать еще один, мне кажется, не то время. А вот выдумывать всевозможные DSL, то есть языки, которые специализированные, которые под специальную задачу, это очень такое плодотворное занятие и может принести хорошие результаты. Я вообще думаю, что, говорил я в прошлый раз, что каждый уважающий себя новый проект, новый продукт должен иметь в себе внутри какой-то DSL. Какой-то язык, на котором описывается какая-то логика внутренняя, бизнес-логика этого продукта. Это очень правильный дизайн, когда так происходит. Когда не только у вас Java-классы и между ними методы друг друга вызывают, а есть какой-то язык, текстовый язык, на котором пишется программа в текстовом виде, и эти текстовые программы внутри вашей системы живут. Они кем-то внутри вас интерпретируются, они кем-то там внутри, может быть, даже компилируются, они запускаются, и вы на них пишете какую-то часть бизнес-логики. Это правильный, красивый, элегантный дизайн. Ищите, что это может быть за язык, какой вы можете создать внутри язык, который бы вам такую бизнес-логику подарил. Следующий вопрос. В последнее время лично у меня есть тенденция отхода новых языков программирования от ООП. Go, Rust, например, отходят от него. Может быть, ООП умирает. Думаю, что вы правы, да, во многом такой классический ООП, который мы знали из C++ и Java, он людям немного поднадоел, им все это стало скучновато, и им стало... Как будто бы такое ощущение, что мы сначала думали, что системы должны быть построены
как такие большие, крупные, красивые сооружения, в которых все продумано, в которых есть фундамент, в котором есть первый этаж, второй, лифт, этажи, крыша, то есть все в таком правильном, заранее продуманном стиле, и в дизайне должна быть красота такая фундаментальная. Оказалось, как я это понимаю уже сейчас, оказалось, что системы не требуют этого. Большинство систем этого не требует, особенно с приходом микросервисов. Системы стали маленькие. Мы как будто бы сейчас стараемся делать все в микромодулях, в микропродуктах. И каждый микромодуль, он имеет в себе, скажем, 10, 20, 30 файлов, если мы о каком-то бизнес-приложении говорим. Может быть, полсотни файлов. Но мы как-то не строим сейчас системы, в которых нужно 500 Java классов, и для этого нужно сотню интерфейсов там, и должны быть огромные диаграммы классов на доске вывешены, и мы должны стоять перед ними и думать, как бы вот нам сделать правильный дизайн. Мы просто создаем 10 скриптов на Python, и они между собой бах-бах и работают. И получается вполне себе стабильная, красивая система. Там внутри, может быть, и нужен какой-то ООП. Там внутри должны быть какие-то классы. Но ощущение такое, что не очень это принципиально. Будут они там или все у нас будет, грубо говоря, на процедурах. То есть как будто бы мы возвращаемся сейчас в мир такого каубой-кодинг, такого программирования, без архитектурного программирования. Может быть, потому что нам эту архитектуру сейчас во многом дают всякие клауд-решения, и нам уже многого делать не нужно. Внутри системы нам не нужно базу данных поддерживать, она просто где-то в облаке. Нам не нужно системы очередей поддерживать, нам не нужно даже иногда, даже веб-фронт нам не нужно поддерживать. Мы просто делаем бэкэнд, и откуда-то там к нам придут запросы. И этот бэкэнд, зачем там внутри прям такой уж ООП? Вот такой тренд я наблюдаю, и у себя тоже в проектах я это вижу и понимаю, что, может быть, это и неплохо. Туда мы движемся, потому что система получается маленькая. И ее, в общем, несложно понять, что она делает. Так, следующий вопрос. Есть ли для вас идеальная страна для разработчика? Страна. И почему вы выбрали работать в офисе в России, а не на пляже Бали? Или Бали. Ведь там каждый день как выходной, а выходные у вас продуктивность лучше. Кирилл, вы правильно спрашиваете. Я бы с удовольствием выбрал бы, может быть, Бали. Но тут две причины. Первая, мне все-таки нравится Москва по качеству жизни. Я думаю, что на Бали, не думаю, я был в многих странах, в том числе курортных странах, там качество жизни хуже. Там еда, например, не такая вкусная. Там кормят средиземноморским бурдой какой-то, средиземноморской или какой-нибудь океанской, какой-нибудь, например, в Индии, на Гоа. Вчера разговаривал с человеком на Гоа. И он мне говорит, нужно там жить. На Гоа, там все так здорово, прекрасно. Мы все говорили полчаса. В конце он мне говорит, ты знаешь, только еда отвратительная. Вот он долго рассказывал, как ему там прекрасно, а в конце говорит, еда отвратительная, просто кошмар. Не смогу я долго жить там, где отвратительная еда. Для меня это одна из составляющих жизненного удовольствия. Это первая причина. Просто хуже на этом Бали, чем в Москве. Это первое. А второе, я же все-таки в крупной корпорации работаю и связал свою жизнь именно с крупной корпорацией и по ряду причин. Я рассказывал, по каким причинам. Мне кажется, что в целом это правильный ход для разработчика, для ресерчера быть там, где крупные потоки денег, ресурсов, там все-таки эпицентр всего. А сидеть на Бали и работать удаленно, это значит делать какую-то никому, в общем-то, не нужную систему, какой-то стартапчик, который пытается там чего-то, куда-то, как-то, какой-нибудь там крипто-кошелек какой-то сделать, через полгода он умрет, будет заниматься чем-то другим. То есть это, такая партизанщина, то есть тратить свое время исключительно на получение денег. Вы будете просто зарабатывать и тратить их на этом Бали. Но какого-то интереса от нахождения в центре событий, от того, что вы делаете, те технологии, которым потенциально будет пользоваться весь мир, этого нет. Вы как будто бы всегда на периферии. Вы всегда у окраины находитесь. Технологической окраине. Вы находитесь за городом.
В технологическом смысле, не только в территориальном. Вам кажется, что там прекрасно. Бали, пляж, песочек, коктейль вам принесли. Но там не центр, там ничего не происходит. Это выселки. Вы, конечно, там заработаете, вы, конечно, там проведете время с удовольствием. И да, действительно, каждый день как выходной. Но в итоге вы вне цивилизации, вы вне технологического тренда, вы вне комьюнити, вы не в очаге событий, а черт знает где. Может быть, кому-то это окей, кому-то, может быть, у кого-то, может быть, другие ценности. Может быть, вам ценнее всего это получать радость от общения с, не знаю, с женой и с детьми, и вас этот московский весь движ и вся эта технология, видели вы все это, вам это все неинтересно, вам главное, чтобы деньги пришли вот в конце месяца, и на эти деньги вы купите себе то, что для вас главное. А для вас, например, я не осуждаю, просто, например, это может так быть, что для вас главное это посерфить, у вас должна быть хорошая доска, у вас должен быть качественный парус, у вас должна быть качественная снаряга, у вас должно быть под ногами желтый песок. И вот это и есть кайф от жизни. А вот это программирование, ну это то, что нужно делать, чтобы этот кайф покупать. И таких людей я знаю очень много, и вообще их не осуждаю, просто мои жизненные приоритеты по-другому расставлены. Вот и все. Так, давайте еще вопросов несколько и заканчиваем. Так, я могу пропускать кое-какие вопросы, вы меня простите, если они не такие, мне кажутся, интересными, как... Так, тут нам пишут, ваш модератор в прошлый раз удалил мой вопрос про Rust. Что не так с ним? Разве этот язык не похож на замену монстру, в который превратился C++? У нас, во-первых, Юрий, нет модератора, мы вопросы не удаляем. Вы можете писать что угодно, мы на вопросы отвечаем в порядке поступления, но мы некоторые вопросы пропускаем, я точнее, не мы, а я. Потому что иногда времени нет, а иногда просто кажется этот вопрос неинтересным. Нет, Rust действительно прекрасный язык, я сам на нем немножко пописал в прошлом году, мне понравилось. Он действительно, мне кажется, хорошая замена C++. Я вот убежден, что мы на него потихонечку переедем. Но переедут новые проекты. Конечно, Legacy код, например, ядро Linux, на него, вероятно, никогда не переедет. Но какие-то утилиты под Linux, они будут, конечно, пытаться мигрировать, потому что он просто чище, больше в него вложено в плане дизайна. Но не потому, что его делали более умные люди, чем Бьярн Страуструп. Абсолютно нет. Просто когда он делал C++, у него было понимание в тот момент значительно более сырое того, что такое программирование, чем то понимание, которое мы имеем сейчас. Прошло 40 лет с момента его создания. Мы за эти 40 лет, как индустрия, мы увидели много интересного, мы поняли много интересного, что нужно делать, а что совсем не обязательно, что должно быть в языке, а что никто не использует, поэтому давайте его уберем. А он откуда это знал? Он создавал, как в тот момент ему казалось правильным, но он опирался на значительно меньший объем знаний, чем тот объем, который мы имеем сейчас. Так, еще вопрос. Устроиться в компанию из РФ, устроиться в компанию из РФ, пишет Эдуард, оказалось сложнее. По ТК РФ только гражданам с военным билетом РФ. Как найти тех, кто работает на аутстаф и аутсорс? Я бы переехал в РФ, жить и работать оттуда. Как? Приезжать в РФ, становиться гражданином, получать военный билет, раз это ограничение. Но я не думаю, что вы правы насчет того, что по ТК РФ можно только гражданам. Я гражданин Украины и никаких проблем не испытываю в том, чтобы по ТК РФ работать в РФ. И я знаю людей, которые граждане других стран, и Белоруссии, например. Белоруссия, она близкая страна, из Казахстана, и даже из европейских стран, из Италии у меня есть несколько знакомых, которые работают в России. Нет такого ограничения. Вы приезжаете в Россию и получаете так называемое там какое-то есть трехлетнее право на работу, а есть месячное право на работу, патент так называемый. И этот патент продляется каждый месяц. Вы его просто один раз получаете, а потом каждый месяц платите, по-моему, $50, и вам продляют. Половина разнорабочих в Москве с таким патентом живет. Это легальное право на работу. Вы с этим патентом можете быть и программистом, и таксистом, и кем угодно.
Так что не преувеличивайте. Военный билет не нужен для работы в РФ. Так, еще вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу QA. Какие-то подходы, советы из вашего опыта. Спасибо. Ну, опять про QA скажу, что большинство из нас не понимает, что такое QA, думает, что это тестирование. QA – это не тестирование, QA – это Quality Assurance. Это работа больше такая бухгалтерская и больше, ну, не бухгалтерская, может быть, но с документами. А тестировщик – это тот, который работает с продуктом, с программным и пытается найти в нем функциональные дефекты. Это разные вещи. Ну, я предполагаю, что вы имеете в виду именно тестировщика, который пытается найти дефекты. Мое мнение по этому поводу. Ну, я думаю, что это полезная работа. Какое еще мое мнение может быть? Ею нужно заниматься. Это непросто. Если вы подходите к этому серьезно, то это и принесет результаты и проекту, и вам. В общем, я полностью за тестирование. Ну, давайте у нас последний вопрос я выберу. В следующий раз приходите пораньше, тогда ваш вопрос попадет вверх. Давайте еще ВК посмотрим. На ВК у нас мало вопросов. Ну вот, не пришли нам. Не пришли к нам на ВК много людей. Ну и посмотрим, что будет в следующий раз. Так, ну давайте такой вопрос. Как не бояться изучать новое? Как не бояться изучать новое? Я думаю, что страх от нового совершенно естественное явление. И вопрос, если вы так формулируете, как не бояться, то и ответа вы не найдете, потому что это крайне неестественно, если вы будете не бояться. Другое дело, как бояться и изучать новое. В этом случае просто подумайте о том, какие вас ждут негативные последствия от того, что вы будете изучать новое. И, наверное, самым главным последствием будет ваше разочарование в собственных возможностях. Вы, например, сядете за изучение языка Rust и поймете через неделю, что вы не можете освоить его, у вас не получается, вы не разбираетесь, у вас нет талантов, что угодно. И это ощущение, оно вас будет угнетать после этого. И это будет, наверное, негативным последствием, да, изучения нового, я так понимаю, в этом главный страх. Как зная это и предвидя это, тем не менее, садиться изучать новое. Ну, попытаться как-то обесценить эту трагедию, которая случится после. Ну, попытайтесь воспринять это как часть бытия. Вот просто в вашей жизни должно быть такие эмоции. Эмоция разочарования, эмоция самобичевания, эмоция негативной рефлексии, эмоция самопрезрения, как угодно назовите. Пусть это будет эмоция, которая для вас так же ценна, как эмоция от радости, эмоция от самоуважения, эмоция от побед. Пусть они живут вместе, эти две эмоции. Позвольте себе играть на всем спектре эмоциональном. Как в плюс, так и в минус. Не бойтесь идти в минус. Ну, как говорят, не бойтесь плакать, не бойтесь страдать, не бойтесь иметь потери, не бойтесь разочаровываться. Тогда и в положительную сторону у вас тоже будут качели также широко качаться. А если мы все пытаемся жить в позитивной части спектра, то он и короче становится, этот спектр. Этот объем этого позитива, он уменьшается. Значительно лучше, когда вы качаетесь в обе стороны и позволяете себе пострадать, и позволяете себе порадоваться. Вот такой мой совет. Но не пытайтесь убрать эту эмоцию. У нас она, конечно, будет. Ну, конечно, вы будете разочарованы. И я очень часто разочаровываюсь при изучении нового. Тяжело мне, не то, что терпеть не могу, но когда я начинаю что-то новое совсем изучать, я прям злюсь на себя и понимаю, что я плохие слова говорю по отношению к себе. Но потом проходит время, проходит месяц-два, оказывается, что это было не так уж сложно, оказывается, что я разобрался, и я думаю, вау, какой я умный. Но первые 2 месяца я думал, какой же я осел. Ну вот, качнулся в обе стороны, и в этом и жизнь и состоит. Все, я вас благодарю.
дорогие товарищи, что вы пришли. Нас было сегодня много, нас было на ВК какое-то количество. Почему-то ВК не показывает мне, сколько нас там было. Я не могу найти этой цифры. Нет, показывает. 14 человек нас смотрят, а на YouTube нас смотрит 140 человек. В 10 раз меньше, но тем не менее, начало положено. Будем продолжать в таком же двухканальном режиме. Спасибо большое, всем пока, до новых встреч.